После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Слава России! Сегодня мы вводим санкции против людей, которые обладают значительным влиянием и оказывают материальную поддержку российскому государству. Также под санкции попадает банк, оказывающий материальную поддержку этим людям. Президент Обама объявил о новых санкциях, которые касаются примерно 20, опять же, физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. Мы, безусловно, должны взять не только под защиту, но и всячески оказать содействие с тем, чтобы не было никаких для этого финансового учреждения негативных последствий. Тем более, что у банка очень, по-моему, звучное и символичное название. Он так и называется – «Россия». Спасибо. Спасибо большое. Да, наш сегодняшний рассказ о банке «Россия», среди акционеров которого обнаружилась интересная бизнес-вумен Светлана Кривоногих. Ей принадлежит около 3% банка, и это... Впрочем, кого я обманываю? Эту историю, конечно, надо рассказывать совсем по-другому. Название Банка «Россия» пишется в кавычках, но от них можно легко отказаться, потому что он буквально олицетворяет современную Россию. Собственниками банка числятся друзья президента, а всеми успехами этот бизнес обязан полученным от государства активам. Конечно, и раньше, когда знающие люди говорили о Банке «Россия», они подразумевали лично Путина. Но наше многомесячное расследование установило сенсационный факт. Дело в том, что среди акционеров России, как оказалось, долгие годы значится близкая знакомая президента, вероятная мать его третьей дочери. Чтобы рассказать эту любовную историю, нам нужно перенестись в Петербург 90-х. Это двор между Фонтанкой, Загородным и Гороховой в самом центре Петербурга. Даже сейчас он выглядит как хрестоматийный Петербург Достоевского, а в 90-е все было еще суровее. В домах сплошь коммуналки, где семьи делили ванную и туалет. Именно в этой парадной и выросла будущий миллиардер Светлана Кривоногих. Давайте попробуем туда зайти. Это коммуналка. Никто не хочет открывать дверь. А мне открыли дверь. Про маму Светланы известно, что она долгое время работала маляром. Отец рано умер. Светлана в начале 90-х закончила школу и даже подрабатывала уборщицей. И уж точно вряд ли могла себе представить, что станет миллиардером. Здесь мы были. Светлана с матерью здесь давно не живут, хотя с комнатой не расстались. Даже сказочно разбогатев, мама Светланы сдает ее в аренду. Давайте попробуем позвонить в эту дверь и поговорить с соседями. Коммуналка, много звонков, но, по-моему, ни один не работает. Дверь открыта. Здравствуйте. Ну, вот, дверь коммуналку открыта, коридор. Вряд ли что-то изменилось с тех времен. Но никого нет. Здравствуйте! Здравствуйте. А мы журналисты? Мы делаем материал про Светлану Кривоногих. Вы... Что? Светлану Кривоногих. Здесь жила такая Светлана Кривоногих с мамой вместе. Вы помните их? Я вообще не знаю. Позже, да. В 90-е годы они здесь жили? Нет, не знаю. А что нужно? Да мы просто делаем. Здесь жила Светлана Кривоногих, она стала миллиардером, а здесь она начинала свой путь. Мы делаем про нее фильм. Они здесь не живут, а сдают? Мать сдает. А это какая? Наверное. Вот это вот. Вот это? Кривоногих. Да, там никого нет, там это не русские живут, они на работе. Обычная женщина, мать у нее. Обычная, да? Конечно. Но она же богатой тоже стала. Да какая она богатая? Надежда Михайловна, что ли, она Кривоногих, вот ее глупости какие-то. Ни разу никогда не приезжала, никто не видела. Так а вы же говорите, что знаете ее. Ну, я видела то, что просто ее один раз и все. А помните, при каких обстоятельствах видели ее вообще? Что она делала?
Ни при каких. Вам какая разница? Ну, просто интересно, я понял. Неинтересно, мало ли что ты хочешь. Вот с ней разговаривай. Спасибо большое вам. Хорош. До свидания. До свидания. И второй тур выборов Собчак проигрывает Яковлеву. Отставание чуть больше 1%. Здесь важно понимать исторический контекст. Во второй половине 90-х, когда юная Светлана Кривоногих только поступает в финансовый вуз, Владимир Путин начал свой поход на Москву. Он меняет одну должность на другую: управделами, контрольное управление, директор ФСБ, глава правительства, пока, наконец, не получил в наследство от Бориса Ельцина пост президента России. Но связь с родным городом Путин не терял. Он постоянно ездит в северную столицу, где у него много коллег, друзей и как минимум одна подруга. Одновременно с избранием Путина на пост президента в 2000 году 25-летняя Светлана заканчивает институт и вступает в новую большую жизнь. Мы не можем точно сказать, когда молодая Светлана познакомилась с уже умудренным опытом чиновником Путиным. Но уже в конце 90-х они путешествуют вместе. В архиве системы резервирования билетов мы нашли как минимум одну их совместную поездку. Иногда компанию Кривоногих составляет другая близкая пара. Главный охранник президента и нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов и его близкая знакомая Дина Целевич. Связанная с ней охранная компания впоследствии станет крупным господрядчиком. Эту историю мы уже рассказывали в первой части нашего цикла. Тем временем история России как страны начала переплетаться с историей России как банка. Вообще этот банк был создан в Ленинграде в момент развала Советского Союза, и первым его капиталом стала собственность коммунистической партии. Как только Путин возглавил страну, Россия начала разбухать от отходящих ей государственных активов. Согаз, Газфонд, доля в Газпромбанке. Даже введенные против России зарубежные санкции не помешали банку оказаться в 20-ке крупнейших российских финансовых организаций. Когда другие банки падали, Россия росла. Росла и Светлана Кривоногих. Когда примерно, на ваш взгляд, они с мамой уехали из коммуналки? Примерно. Слушайте, я вот не припомню. Точно не буду говорить, потому что даже не помню. Ну, в нулевых, кстати, уже не было. Да, в начале нулевых их уже не было. Да, конечно. Скажите, а я правильно понимаю, что как бы, все соседи связали ее взлет с появлением кого-то большого у нее в жизни? Как бы тут несложно догадаться, как бы в те времена многие дамы находили себе, так сказать, содержанцев. Так что тут ничего удивительного. Думаю, распространенное, по-моему, явление в то время. Да, я понимаю. Девочки для этого в клубы и ходили, чтобы найти себе папика, собственно. Вообще вся история жизни Светланы развивалась параллельно успехам Банка «Россия». Не позднее 2007 года, а вполне вероятно и раньше, она стала миноритарным, но явно важным акционером банка и навсегда покинула обшарпанный двор на Гороховой. Покинула, чтобы поселиться в самом непростом доме Петербурга, а возможно и всей России. Это Каменный остров, вторая Березовая аллея. Недвижимость в стиле дворянских особняков принадлежит сплошь знакомым президента. В принципе, одного этого достаточно, чтобы заподозрить связь между Путиным и Кривоногих. Но секретность была настолько тотальной, что даже опрошенные нами некоторые соседи не знали, кто она была на самом деле. Кстати, охраняется комплекс компаний, связанный с банком. АБР «Безопасность». На неделе завершилось официальное оформление старта второго президентского срока Владимира Путина. На Людмиле Путиной куртка-пальто на кнопках и молнии. Супруга президента демонстрирует: «Я могу быть разной». Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом? Личной сферой. Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. По очень многим соображениям, в том числе по вопросам безопасности. У меня вопрос о личной жизни. Она своей жизнью довольна. Все хорошо. Я тоже доволен. У меня тоже все хорошо. Наверное, и наше расследование могло увязнуть в тайнах окружающих любовь президента. Если бы не одно важное событие, случившееся аккурат в то время, когда Путин готовился к переизбранию на второй срок. 3 марта 2003 года у Светланы Кривоногих родилась дочь, которую назвали Лизой.
Мы у ЗАГСа Адмиралтейского района. Здесь, спустя 2,5 месяца после рождения, Елизавета получила свой первый документ – свидетельство о рождении. По нашим данным, в ее документах нет информации об отце. Там указано только отчество – Владимировна. До 14 лет Елизавета жила под фамилией матери, а потом сменила ее на более благозвучную. Когда мы нашли соцсети Елизаветы, то последние сомнения в том, кем друг другу приходились Владимир Путин и Светлана Кривоногих, отпали. Такого сходства мы не ожидали. Вы спросите, почему мы решили, что богатство семьи Кривоногих объясняется лишь близостью к президенту? Неужели Светлана Александровна не могла заработать все, что у нее есть, собственным умом, талантом и трудолюбием? Мы долго искали, но, к сожалению, не нашли свидетельств в пользу такой версии. Все, что у нее есть, она получила от президента и его друзей. Мы в Игоре, роскошном курорте к северу от Петербурга. Он интересен не только своей респектабельностью, но и близостью к друзьям Владимира Путина. Деньги в него вкладывал его знакомый и акционер Банка России Юрий Ковальчук. Также средства инвестировал другой знакомый и также акционер России Сергей Ралдугин. Здесь же праздновал свою свадьбу дочь Владимира Путина от законной жены Людмилы. И кому же принадлежит этот курорт? Конечно же, Светлане Кривоногих. Мы нашли обширный список активов и собственности Светланы Кривоногих. Дома, роскошные квартиры, ресторан с видом на арку Генерального штаба в Петербурге. В сентябре 2002 года мать Светланы, которая никогда не занималась бизнесом, купила дом в живописном поселке Сосново, в получасе езды от берега Комсомольского озера, где были дачи у Владимира Путина и других членов кооператива «Озеро». Недавно дочь Светланы выкладывала сторис оттуда в Инстаграме. А за несколько месяцев до рождения дочери она купила квартиру в самом центре Петербурга, которая сейчас может стоить почти 50 миллионов рублей. Дочь Светланы выкладывает в Инстаграме фотографии из клубного дома на Фонтанке. 2 квартиры в 700 квадратных метров там могут стоить почти 300 миллионов рублей. Кроме того, семья Кривоногих обзавелась недвижимостью и в Москве, в самом престижном районе с элитными домами «Золотая миля», недалеко от Остоженки. Мы обнаружили и другие дорогостоящие квартиры в собственности у Кривоногих. По нашим подсчетам, ее семье принадлежит недвижимости более чем на 1 миллиард рублей. Конечно, рождение дочери стало поворотным событием в жизни Кривоногих. С этого момента друзья президента буквально засыпают молодую женщину ценными активами. За моей спиной один из них. Это Ленинград-центр, развлекательное заведение в Таврическом саду Петербурга. Днем здесь проходят модные показы и выставки, а ближе к вечеру начинаются эротические представления. Все описанные компании и собственность до сих пор принадлежат и приносят доход Светлане Кривоногих. В том числе роскошная яхта стоимостью более 5 миллионов долларов, которую можно увидеть на Неве и Ладожском озере. Этой истории небывалой роскоши ничто не может помешать. Ни вопросы журналистов, ни тот факт, что отношения между президентом и совладелицей Банка России, кажется, уже давно угасли. Алло, Светлана Александровна? Да. Добрый день, меня зовут Андрей Захаров, я журналист издания «Проект». Москва. Я могу вас отвлечь на минутку? Вы знаете, я в поезде, мне неудобно разговаривать. Просто мы пишем материал, посвященный Банку Россия. Но я вам сказала, что мне неудобно разговаривать. А когда вас можно перенабрать? Вот такая запутанная история о любви и деньгах. Из нее каждый сам может сделать те или иные выводы. Кто-то о морали российского руководства, а кто-то о коррупции и кумовстве в Кремле. В этой истории есть еще один, чисто практический вывод. Теперь мы знаем, какой банк точно не рухнет, если, правда, не рухнет сам Путин. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более. Покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. И вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Да. Я знаю, что такая западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но
Мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. А сейчас еще одна важная вещь. Если вы хотите поддержать проект и всю независимую журналистику в России, нужно сделать две мелочи. Во-первых, подписаться на наш канал в YouTube. Во-вторых, оформить регулярное пожертвование проекту по ссылке под этим видео. Так мы сможем сделать подобных историй гораздо больше. Проект. Узнаете впервые.